Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В своем новом видео я бы хотел показать, как для созданной модели деревца создать материалы, текстуры, настроить цвет и сделать рендер готовой сцены. В программе трехмерного моделирования Blender 3D, все клавиатурные команды, которые я буду использовать, будут отображаться в левой нижней части экрана. В описании к видео я прикреплю файл трехмерной модели, созданной в первом видео. Итак, приступим. Для начала я бы хотел уменьшить масштаб нашей банки, крышки и почвы. Для этого я выделяю их и масштабирую относительно 3D-курсора, расположенного в центре нашей сцены. Далее я бы хотел добавить источник света, который будет исходить из нашей лампы. Для этого я добавляю свет-спот, помещаю его внутрь нашей лампы и выравниваю его. После этого на вкладке рендера выбираем фотореалистичный движок Blender Cycles. Для просмотра во вьюпорте я выставляю 8 сэмплов, для рендеринга 128. Для того, чтобы получить чистое изображение, не забудьте включить опцию Denoising на вкладке слоев. Чтобы наши модели не висели в воздухе, создадим модель стола из стандартной окружности. При помощи команд вращения и перемещения, установим нашу камеру так, чтобы она смотрела на наши модели. Создадим заднюю стенку из плоскости и плоскость, которая будет имитировать уличный свет.
На вкладке материалов создадим материал эмишион для боковой плоскости и силу света установим равную 5. Для задней плоскости создадим новый материал, выберем черный цвет и установим шероховатость равную 0,8. Добавим материал для нашего стола, зададим для него черный цвет, шероховатость 0,8. И добавим неровностей при помощи текстуры Noise, установленной в качестве бампа. Масштаб текстуры установим на 500, значение бампа на 0,3. Создадим копию предыдущего материала для нашей крышки. Сделаем его чуть темнее и уменьшим значение бампа до 0,2. Для нашей лампочки создаем материал глаз с шероховатостью 0. Добавляем такой же материал для нашей банки, но шероховатость указываем 0,1. Создаем развертку нашего листа на плоскость для того, чтобы в дальнейшем разместить на ней текстуру. Создаем материал для нашего листа. При помощи команды Ctrl-T. Добавляем текстуру изображения и ноды для ее размещения на нашей модели. Выбираем изображение листа для нашей текстуры. Переходим в окно UV Editor. И повторяем контур листа точками нашей развертки. Теперь нам нужно добавить ноду Color Ramp, которая сделает наше изображение черно-белым. И будет использована для создания бампа, то есть небольших неровностей на поверхности листочка. Также добавляем Color Ramp для создания карты шероховатости. Для редактирования черно-белого изображения используем ползунки на нашей ноде.
Добавляем ноду RGB Curves для редактирования цвета нашего листочка. Перемещая точки на кривой, мы будем изменять цвет. Теперь нам нужно создать развертку нашего деревца. Для этого нам нужно разделить деревце на простые, объемные элементы. Сделать это можно, выделяя нижнюю и верхнюю петлю объемного тела и соединяя их между собой цепочкой граней. Далее мы будем вызывать команду Ctrl-E и выбирать в меню команду Marxium.
Далее создаем материал для нашего деревца, повторяя те же самые шаги, что мы делали для нашего листочка. В местах пересечения веток и ствола, а также корней и ствола, наша текстура растягивается и выглядит неправильно. Для того, чтобы исправить это, нам нужно добавить геометрии в местах пересечения. После этого мы делаем развертку нашего грунта и назначаем материал для него. Теперь нам нужно создать группу точек для нашего грунта, из которой будет произрастать наша трава. После этого добавляем плоскость, из которой мы будем моделировать травинку.
Создаем материал для нашей травки. Материал мы будем формировать из двух нодов градиента. Это позволит нам создать переход от одного цвета к другому. От второго к третьему. Эти ноды мы будем использовать в качестве факторов смешивания цветов в нодах Color Mix. Далее нам нужно развернуть созданную ранее развертку травинки на 90 градусов в окне UV Editor. Это поможет нам расположить текстуры градиента поперек травинки. При помощи ноды Mapping определяем положение второго градиента по высоте на нашей травинке. На вкладке частиц создаем новую группу частиц для нашего грунта. Нам нужно выбрать параметр Hair. В поле групп точек нам нужно указать нашу ранее созданную группу для того, чтобы частицы исходили только оттуда. На вкладке Render нам необходимо выбрать Render as Object. В качестве объекта выбрать нашу травинку. В окне Weight Paint мы будем использовать кисть Substract, для того чтобы уменьшить количество частиц на заднем плане и увеличить на переднем. Теперь я бы хотел изменить яркость лампочки на меньшее значение. Приблизить камеру, для того чтобы разместить нашу сцену в центре экрана. Для того чтобы придать реалистичности нашей траве, я поменял значение поворота и масштаба травинок на вкладке частиц.
И наконец, мы запускаем рендер при помощи команды F12. После 10 минут ожидания у меня получилось готовое изображение. На мой взгляд, у нас получился неплохой и достаточно реалистичный результат. Вы можете поиграть с настройками для достижения лучшего эффекта. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до скорых встреч.